Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Не трогайте Чонгука, он в самом комфортном и безопасном месте. Девятое место. Тэхён притягивает Чонгука к себе с огромной нежностью и теплом. И Чонгук идеально устраивается в его объятиях, будто там его место. 13 лет спустя объятия Тэхёна все еще кажутся Чонгуку родным домом. Чонгук выглядит в наибольшей безопасности именно тогда, когда скрыт в руках Тэхёна. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «У Чонгука появился соперник». Новый парень Тэхёна? Правда или ложь? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Как здороваются нормальные люди и как здороваются Тэйкук. Седьмое место. Так ощущается любовь. Шестое место. Поведение пары. Нежные касания. Чонгук – главная причина смущения Тэхёна. Пятое место.
А теперь мы можем наблюдать поведение тигра в его естественной среде обитания, когда он пытается поймать добычу в лице одного аппетитного крольчонка. Четвертое место. Ежедневные разговоры Тэйкук выглядят буквально так. Третье место. Новости. Не знаю, что должно произойти, чтобы Чонгук перестал кланяться, проявляя уважение даже к тем, кто его не заслуживает. Ура! Истории от сослуживца Тэхёна продолжаются. Он рассказал, Тэхён на экране и Тэхён в реальной жизни абсолютно одинаковый. Еще до ухода в армию Тэхён успел сняться в нескольких передачах. Среди них был и знаменитый Running Man. Через несколько недель после того, как мы прибыли в учебный центр, мы как-то смотрели телевизор и вдруг увидели: «Ой, это же Running Man!» И там появился Тэхён. Мы удивились и спросили его: «Когда ты успел это снять?» Он только улыбнулся и ответил: «Да я записывал выпуск еще несколько недель назад. Просто в эфир он вышел только сейчас». Мы продолжили смотреть программу вместе, и это было действительно очень увлекательно. Но больше всего меня поразило другое. Тэхён на экране оказался точно таким же, каким я знал его в реальной жизни. Тогда я окончательно убедился, что перед камерой он остается самим собой. Бывают люди, которые на телевидении усердно работают и создают образ, а в реальности совсем не такие. Однако Тэхён не из таких. Его манера общения, характер, реакция на происходящее – все это одинаково и в жизни, и на телевидении. Именно тогда я еще раз понял – он человек, который всегда остается верен себе. Веселый, позитивный, с отличным чувством юмора и любовью к шуткам. Шло время, и приближалось 30 декабря, день рождения Тэхёна. Мне очень хотелось хоть как-то его поздравить, но в учебном центре возможности сделать подарок практически не было. В моей тумбочке лежали сладости, купленные в армейском магазине «Пикс». Тогда я взял одну упаковку и написал на ней «Тэхён, с днем рождения», после чего оставил ее у себя. В ту ночь я как раз был в ночном наряде, дежурном по роте. Находясь в наряде, необходимо каждую ночь проверять численность личного состава. Когда несешь такую службу, нужно заходить в первое, второе и третье жилые помещения и проверять людей нашего взвода. Во время обхода я подошел к Тэхёну и прямо возле его головы положил эти сладости с написанным сообщением, после чего проверил остальных и вышел. На следующее утро Тэхён подошел ко мне и сказал: «Я нашел тот снег с поздравлением. Спасибо тебе, я с удовольствием его съел». Так и произошла эта небольшая, но очень теплая история. Это что за кокетка?
Тэхён поддержал своего сослуживца комментарием: «Как дела? У тебя все хорошо? Я вижу, что люди с теплотой смотрят видео, которые ты так старательно снимал, и многие тебе благодарны. Но в то же время, кажется, есть и те, кто немного беспокоится. Лично мне было очень интересно. В жизни ведь часто так бывает. Ты делаешь что-то с самыми лучшими намерениями, но у каждого свой взгляд на вещи, поэтому и воспринимают все по-разному. Мне бы хотелось, чтобы ты не принимал близко к сердцу абсолютно каждое мнение. Но, возможно, из-за того, что ты выложил много очень коротких роликов, это со стороны показалось странным, так что людей тоже можно понять, у них вполне могли возникнуть ложные впечатления. Что бы там ни говорили, в нашем взводе ты был самым лучшим, и мне было по-настоящему приятно служить вместе с тобой. Я думаю, что людям, которые не жили с нами бок о бок, действительно трудно до конца понять то, что мы тогда чувствовали. Согласен? Я просто забеспокоился, что ты можешь сейчас нервничать из-за всей этой реакции и на стрессе жать штангу на скамье, поэтому, хоть мне и было ужасно лень, решил оставить этот комментарий. Замри! Свои! Надеюсь, это хоть немного поможет. В общем, хорошего дня и не принимай все это близко к сердцу. Я всегда тебя поддерживаю. И хотя я уже не помню твою мечту, но с такой фигурой ты должно быть бодибилдер. Удачи! Как же я люблю их любовь. Во время армейской службы Тэхён посетил World Liquor Market. Это магазин алкогольных напитков в Южной Корее, который специализируется на широком ассортименте вин, спиртных и других напитков. Магазин отличается элегантной и роскошной обстановкой, которая создает атмосферу изысканности и эксклюзивности. Чангук, который надул губы, как только увидел, что Тэхён надул свои, и этот кивок Тэхёна. Словно они обменялись посланием без слов. Красивые люди тоже хорошо играют в League of Legends. Тэхён доказывает, что он бриллиант 2. Новость об этом стала горячей темой среди фанатов. Тэхён выложил видео в свою историю в Instagram. Видео, сопровождаемое подписью «Кто хочет сыграть впятером в очередь за Чунбаром», показало, как он успешно достиг ранга Diamond 2 в одиночных и парных рейтинговых играх. Его сезонный результат, показанный в видео, составляет 44 победы и 28 поражений, что говорит о том, что он достиг повышения ранга с достойным процентом побед. Ранги в League of Legends делятся на 10 уровней, начиная с Iron и заканчивая Bronze, Silver, Gold, Platinum, Emerald, Diamond, Master, Grandmaster и Challenger. Они имеют пирамидальную структуру, где количество игроков в ранге уменьшается с повышением уровня. Среди 4 подуровней Diamond игроки Diamond 2 составляют примерно 2,5% всех игроков LOL. Это означает, что Ви обладает навыками, которые входят в число лучших во всем сообществе League of Legends. На самом деле, известно, что Тэхён постоянно поддерживает высокий уровень мастерства, регулярно играя в рейтинговые матчи League of Legends. Ранее Ви опубликовал скриншот своего повышения до ранга Diamond в 2024 году. В частности, тот факт, что он также подтвердил свой 5-й уровень чести, привел к оценке его не только как игрока, но и как человека с хорошими игровыми манерами.
Уровни званий знаменитостей в League of Legends также стали горячей темой. В отличие от их гламурных сценических образов, зрелище того, как они сосредоточенно взбираются на ярусы перед монитором, похоже, воспринимается поклонниками как еще одно неожиданное очарование. Гляньте на эти глаза. В них целая вселенная. Сослуживец Тэхёна в сторис Instagram опубликовал обращение к фанатам, которые проявили интерес к его рассказам. Я начал это с самыми лучшими намерениями, но оказалось, что многим это не понравилось. Поэтому я решил уважать мнение каждого фаната. Я очень извиняюсь перед фанатами, которых расстроили мои видео. Тем, кто хотел больше видео, я был бы признателен, если бы вы поддержали видео, которые доступны на данный момент. Еще раз приношу извинения за свои действия, которые привели к недопониманию. Пожалуйста, воздержитесь от отправки личных сообщений с просьбами о новых видео. Моя главная цель при создании этих видео – поделиться вдохновляющими историями и показать добрые поступки Тэхёна. Однако я понимаю, что большое количество видео, опубликованных за короткий период, вызвало беспокойство у некоторых фанатов, и за это я искренне извиняюсь. Поэтому я решил уважать различные мнения внутри фандома. Я невероятно благодарен всем, кто прислал слова поддержки и ободрения. Чтобы избежать дальнейших недоразумений, я считаю, что лучше всего прекратить выпуск этих видео на данный момент. Еще раз спасибо за ваше понимание. Такое милое мини-хореографии на Please от Тэхёна. И без того чудесные песни становятся еще более теплыми и родными в оформлении Тэхёна. «Хулиган» была выбрана одной из 100 лучших песен 2026 года на данный момент по версии издания Consequence, заняв 43 место. Трек получил высокую оценку критиков. Чангук указан как главный композитор и автор текста, что подтверждает его статус сильного самостоятельного создателя музыки. Суим заняла 77 место. Consequence – один из крупнейших независимых музыкальных порталов в США, специализирующийся на поп-культуре, инди-музыке, роке и хип-хопе. Музыкальные редакторы оценивают песни по качеству продюсирования, культурному влиянию, текстовой глубине и вокальному исполнению. Это наша, Чангука, няшечка-вкусняшечка. Нам нужно это прекратить. Негодование BTS становится очевидным. Стоимость жилья взлетает в 20 раз, и это, безусловно, будет пресечено законодательно. Все больше людей обсуждают то, что некоторые гостиницы в Пусане значительно увеличили стоимость проживания перед концертом BTS. Поклонники группы со всей страны и из-за границы
приезжают в Пусан, чтобы увидеть их выступления, поэтому есть опасения, что такое повышение цен может ухудшить туристическую привлекательность региона. В онлайн-пространстве и на платформах социальных сетей не прекращались обсуждения, где люди отмечали, что стоимость проживания в одном отеле резко возросла с сотен тысяч до миллионов вон за ночь. Высказывались опасения, что это может нанести ущерб репутации местного туристического сектора. Власти выступают за внедрение системы обеспечения стабильности цен. За нарушение предполагается немедленное прекращение работы предприятий. 1 числа Министерство культуры, спорта и туризма, а также другие соответствующие ведомства сформировали объединенную рабочую группу. Их цель – реализовать так называемую систему предотвращения необоснованного роста цен. Для смягчения проблемы нехватки жилья на период проведения концертов BTS правительство и городские власти Пусана разработали экстренные меры. Планируется предоставить около 1300 альтернативных мест размещения, включая университетские общежития, учебные центры государственных учреждений, молодежные школы и религиозные здания по разумным ценам. Параллельно пересматривается система поощрений для стимулирования выявления случаев сговора о ценах или недобросовестной практики в гостиничной индустрии. Прекратите! Даже участники BTS высказывают резкую критику. Ранее участники также выразили обеспокоенность по поводу завышения цен на проживание в Пусане. 26 числа предыдущего месяца они поделились своими мыслями через платформу для общения с фанатами Вевос. Намджун отметил: «Конечно, цены в пиковый сезон существуют, но давайте будем разумными». Он добавил: «Я слышал, что некоторые фанаты вынуждены выбирать однодневные поездки или посещение саун из-за невозможности найти жилье». Чимин, родом из Пусана, выразил надежду на хороший опыт для фанатов в городе, сказав: «Надеюсь, у них будет хороший опыт в Пусане, поэтому мне жаль их». Он также спросил: «Вы должны быть разумными, сколько раз вы повышаете цены?» Чангук, используя пусанский диалект, выразил свое разочарование чрезмерным повышением цен, сказав: «Прекратите это». Они настолько fallen in love, что это просто разрывает сердце. Альбом «Арирэнк» вновь поднялся в топ-10 Billboard 200. Спустя более 2 месяцев после релиза, альбом «Арирэнк» снова укрепил позиции в чарте Billboard 200, поднявшись на 9 место. Это уже 10-я подряд неделя альбома в топ-10, что стало рекордом среди корейских артистов. Ранее «Арирэнк» дебютировал на первой строчке и удерживал лидерство в чарте 3 недели. За последнюю отчетную неделю альбом набрал 41,000 эквивалентных альбомных единиц. Что за очаровательный малыш? BTS выпустят лимитированный винил к 13-летию дебюта. Включены 2 бонус-трека. Релиз винила состоится 12 июня. В него войдут все композиции из 5-го полноформатного альбома «Арирэнк», а также 2 бонус-трека «Voice Message», «Love Song» и корейская версия песни «Normal». Всего на пластинке будет представлено 16 треков. «Voice Message», «Love Song» раскрывает ключевое послание этого альбома.
Вопрос «What is your love song?» В треке в формате голосовых сообщений записаны искренние и непринужденные разговоры участников на эту тему. Также фанаты смогут услышать корейскую версию песни «Normal» из 5-го альбома. Эта композиция повествует о пустоте и страхах, скрывающихся за ярким светом софитов, а также о размышлениях героев о простой повседневной жизни. С помощью этого винила BTS стремятся расширить путешествие альбома Arirang и еще глубже передать свои истинные чувства и мысли группы на момент 13-летия. В честь годовщины дебюта, 13 июня, BTS в течение 2 недель проведут фестиваль феста в онлайн и офлайн форматах. Кроме того, 12 и 13 июня на главном стадионе Азиады в Пусане группа даст концерты в рамках мирового тура World Tour Arirang in Busan. Его дуальность поражает. На научной конференции Намджун и Тэхён получили признание как символы того, как группа BTS повлияла на восприятие Чхунчхона на международной арене. На конференции по изучению исторического и культурного наследия Чхунчхона, провинция Канвондо, профессор Ким Юнхи удивила аудиторию нестандартным примером. Говоря о том, как малые города Кореи обретают мировую известность, она упомянула Намджуна и Тэхёна. Их популярность, по словам эксперта, помогла привлечь внимание международной аудитории к Чхунчхону и пробудить интерес к его богатому наследию. Процесс прохождения военной службы и последующего увольнения Намджуна и Тэхёна в Чхунчхоне стал значимым социокультурным событием. Оно не просто привлекло внимание многомиллионной фан-базы BTS, но и способствовало формированию нового образа города. Для отечественных поклонников это стало поводом посетить места, связанные с артистами, а для зарубежной аудитории – возможностью открыть для себя малоизвестные аспекты корейской провинции. В результате Чхунчхон начал восприниматься не только как географическая точка, но и как часть личной истории любимых исполнителей, что усилило его культурную и туристическую привлекательность. При виде Тэхёна у Чангука замирает дыхание от счастья, потому что он осознает, что этот человек принадлежит только ему. Тэхён показал, как провел редкий выходной перед концертом тура. Он поделился с поклонниками атмосферой своего повседневного дня, выпустив новый влог накануне концерта мирового тура. По словам артиста, это был его единственный выходной перед предстоящим выступлением, и он решил провести его вместе с фанатами, спонтанно включив камеру. Ви рассказал, что захотел снять видео после просмотра роликов о еде в PC-кафе, а также хотел сохранить приятные воспоминания и сдержать обещание, данное армии. Во влоге Айдол показал, как посетил PC-кафе, сходил на шопинг, а также поучаствовал в музыкальной викторине вместе с менеджером. Несмотря на проигрыши в играх и викторине, он сохранял хорошее настроение и с юмором комментировал происходящее. Ви также отметил, что обычно просыпается в 7 утра и каждое утро, около 1,5 часов, изучает английский язык. Говоря о предстоящем концерте, Ви признался, что с нетерпением ждет возвращения на сцену и хочет показать выступление, после которого зрители скажут: «BTS – это действительно невероятно». Второе место.
Это так интимно. Между Кэлвин Кляйн и Том Форд притяжение такое же сильное, как между самими Тейкук. Они так внимательны друг к другу. Первое место. То, как Чангук дует свои милые губки для Тэхёна. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.